Привет, ребят! И да, я вернулась. Чувствую себя, знаете, такой какой-то потерянным ребенком, который в итоге вернулся домой. Вот так я себя чувствую. Я надеюсь, что вы скучали. У меня есть новости, но будем говорить про последние новости. Про все новости, которые случились за эти 2 недели, говорить не будем. Потому что не хочу, чтобы видео было на полчаса. На самом деле новости были интересные, не очень. Я пару раз пыталась снять видео, но мне как-то было не до этого. Главное, вчера я думала его снять, но была очень уставшая. Сегодня, думаю, сниму видео, и на улице просто ужасная погода, но это ни в коем случае никак нас не расстраивает. Берем что-то вкусненькое, тепленькое и начинаем. И начнем мы с самого популярного сериала на данный момент. В это время это самый популярный сериал, у него крутые рейтинги. Это, конечно, «Зимородок». Первое, о чем поговорим, это о особняке, где снимают «Зимородок». Очень красивый особняк, бассейн и тому подобное. Так, не будем думать о том, что он очень классный. Посмотрим несколько картинок, тоже немножко расстроимся. В общем, сколько стоит съемка в этом особняке, сколько стоит аренда этого особняка в месяц для съемочной компании. Съемочная компания платит примерно 600 тысяч турецких лир за месяц использования этого особняка. А деньги идут не тому, кому принадлежит особняк, а в помощь деткам. Поэтому такое благое дело, то, что они снимают, платят деньги, и эти деньги идут на помощь детям. Очень классно, люблю такие штуки, вы знаете, поэтому это классно. По поводу главного героя, это у нас Мерт, и у него 1 миллион подписчиков. На самом деле, смотря на то, что такие крутые рейтинги, как-то у него долго набирался этот 1 миллион, но, в общем, у него 1 миллион подписчиков. Поэтому его искренне с этим поздравляем и желаем ему больше и больше подписчиков. Не знаю, какая он личность, но как актер он довольно прикольный. Дальше у нас тоже про Мерта. Какое-то, не знаю, видео про Мерта. В общем, он отправился на съемки в Шахмеран. Это окончательные съемки этого вроде как сериала. И вот он поехал, чтобы сниматься в этом сериале и вернуться обратно к Зимородку, где он играет главную роль. И знаете, если и этот сериал будет успешным, то у парня какой-то идеальный год, честно. Один сериал, зашел, второй зайдет, и нужно понимать, что дальше надо брать кучу рекламы и много-много съемок. Это хорошо, люблю новых актеров, талантливых актеров. И вообще я желаю, чтобы каждый человек в своей сфере был успешным. Сериал «Городской доктор» сделает финал на 32-й серии. Это пока что слухи, но вот так вот у нас есть. По поводу Серкана Чоюглу. Он сказал, что приступил к съемкам в новом сериале. И сериал называется «История любви». Так что не знаю, о чем будет сериал, но я люблю новые сериалы, поэтому ждем его в новом амплуа и в новой роли. Вы знаете, вот любят турецкие журналисты, вот с кем-то там расстался, найти тебе нового кавалера. Это пример, как, например, с Ханде, и думаю, есть довольно много примеров. В общем, Айча Туран, вот только у нее закончились, к сожалению, отношения с Альпом Наврузом. Я дико, честно говоря, об этом грущу, это реально правда, потому что пара была крутая, и как-то на сердце обидно, что они расстались. В общем, только они расстались, уже новые возлюбленные, по мнению, конечно же, турецких журналистов, потому что это может быть просто друг, хороший знакомый, тем более она не ответила на вопрос, сказала, что ответит на следующий раз. В общем, они спросили ее про отношения с Муратом Бозом. Не знаю, мне кажется, это довольно нелепо, когда ты с кем-то расстался, и тебе сразу навязывают другие отношения. Лучше, чтобы человек, даже если у него есть другие отношения, сказал об этом сам, а не очередные доводы журналистов. И по поводу Джемре Байсель, у нее закончился ее отпуск, она взяла новый проект, она будет сниматься в сериале «Степь». У нее будет 2-й сезон, это такой сериал, который выходит на платформе. Честно, не смотрела, но думаю, из-за Джемре я все-таки начну его смотреть. Так что, если вы ждали какие-то новости по поводу этой актрисы, вот ее новая работа, и ждем ее новую героиню и новую историю. По поводу моего уже любимого сериала, это «Приговор». Первое. «Приговор» продан примерно в 60 стран. Это означает то, что «Приговора», возможно, будет и 3-й сезон. Я буду только рада, потому что, не знаю, я так люблю этот сериал. И он какой-то такой необычный, нетипичный для Турции сериал, поэтому я просто всем рекомендую, посмотрите.
Кстати, я начала его озвучивать, правда, на украинском языке. Если вам будет интересно послушать мой голос на украинском, то ссылочка есть в описании под видео. Там не только есть моя озвучка, там озвучка и других ребят. И все на украинском языке. Я надеюсь, что вы будете рады и оцените нашу работу. Ну и по поводу других новостей. Вы все видели этого бесящего, кого привез этот Экта коллегию. Поехал и привез этого милого человека, это представитель коллегии, он еще снимется в одной серии сериала. Надеюсь, это имеется в виду следующая серия сериала, и он потом уйдет, потому что, мягко говоря, он бесит. Надеюсь, что вот эта вот серия, и все, и до свидания. Ну, это только мои надежды. А вот он скажет, что он еще на пару серий застрянет, но я надеюсь, что такого не будет. В общем, надеемся, вот еще на одну серию он застрянет. Он мне не нравится вообще. Возможно, мне не нравится, потому что он играет такую роль, а возможно, мне просто не нравится сам актер. Я еще не поняла, но пока что он играет такую бесячую роль, а когда актер играет бесячую роль, ты относишься к нему так же, потому что роль бесячая. Ну, вот у меня так. Потому что у меня как-то Экта, мне в любом сериале будет бесить, потому что, ну, блин. Хотя это всего лишь его роль, и он хорошо играет. Как ни крути, но все, кто играют в «Приговоре», играют прекрасно. Поэтому, если вы не смотрели, посмотрите, сериал очень крутой. У него ждет второй сезон, и есть уже 42 серии. И моя любимая штука — это длинная фамилия турецких актеров, которые я не могу выговорить. В общем, Ягмур Танрысевсим. Надеюсь, я выговорила все правильно, потому что у меня чуть не сломался язык. В общем, в последнее время начали вспоминать, что она бывшая Керема. Не знаю, зачем это делать, если честно. Возможно, скорее всего, что выиграть на его имени, и так журналисты как бы более привлекают к ней внимание. Ну, в общем, ты вспомнишь, что она бывшая Керема. В общем, давайте поговорим о том, о чем же она сказала. Она сказала, что она поддерживает своего бывшего возлюбленного, это чисто цитата, о том, что он говорил, что большинство актеров токсичны, очень токсичные, в варианте того, что вот он снимается в каком-то сериале, и ему дают там партнера менее известного актера. И это начинается: а что я должен с тобой сниматься? То есть мои подписчики, мои там зрители будут идти на сериал, чтобы посмотреть на меня, и увидят тебя, и подпишутся на тебя. То есть я даю тебе известность. Я не хочу сниматься только с актерами там своего уровня, а актерами как бы не моего уровня не хочу сниматься. И это токсичность, это реально токсичность, потому что это работа. И тот факт, что актер там малоизвестен или он там еще только начинает, не означает, что он хуже. Потому что обычно со временем такие актеры становятся очень популярными. И потом как бы получается такой немножечко бумеранг в самом деле. И на самом деле люди, которые понимают, что вот он менее известный и даже со временем становится более известным, есть люди, которые понимают, что это нормально сниматься с актерами менее известными. Это просто работа. Это работа, реально. И такая штука есть только в актерстве. Даже в обычных профессиях вам нужно иметь опыт, чтобы куда-то устроиться. А где этот опыт вам взять, если вы не можете устроиться без опыта? И получается такой замкнутый круг. Поэтому, если вдруг вы занимаетесь подбором персонала, поймите, люди, что человеку, чтобы взять опыт, нужно где-то поработать. И чаще всего люди, которые ищут работу без опыта даже, они более хотят вообще найти эту работу и более хотят этому всем заняться, потому что у них больше желания, чем у людей, у которых уже есть опыт, и он перебирает всеми вариантами. Поэтому, ребята, помните о том, что вы когда-то тоже начинали что-то, и вам нужен был опыт. Поэтому не забываем об этом, потому что эта токсичность есть не только в актерстве, а и в всех профессиях, которые вообще существуют. И как вы любите в конце, у нас «Постучись в мою дверь», это Хантея и Керем, много новостей, много слухов, поэтому мы это все обсудим. Первое, это не слух, а правда. Наш любимый «Постучись в мою дверь» набрал 42 миллиона просмотров на YouTube. Это большая цифра, мы их искренне поздравляем. За 2 года такая большая цифра. Это не значит, что я посмотрела всего лишь 42 миллиона, это значит, что только в Ютубе. А кроме Ютуба еще очень много всяких других вариантов, где люди смотрят не в оригинале, а в озвучке. Поэтому эта цифра намного-намного больше. На очень много больше. В общем, по поводу Керема. Керем недавно выступил на конференции. Он выступал через видео, потому что он заболел и не мог приехать. Конференция касается того, что экологии. В общем, это как объединенное, в общем, объединение стран по поводу проблем с экологией. В общем, что он нам сказал Керем? Керем сказал о том, что очень важно правильно все это делать, очень важно, чтобы каждый человек занимался экологией, чтобы экология была не просто вот я там обязан это делать, а как обычный там стиль жизни, там пьем кофе каждый день, и так также должны заботиться про экологию каждый день. С этим я полностью согласна, потому что
когда ты живешь, например, я сейчас живу в Польше, и они как бы сортируют мусор, все делают, но вечерами старые дома топят какой-то ерундой. То есть получается такой замкнутый круг. То есть они выбрасывают мусор там правильно, разделяют, а топят вечером реально каким-то пластиком, и оно воняет так, как будто бы, я не знаю. Ну вот знаете, когда проходишь шиномонтажку, иногда такую не очень там довольно хорошую, такую как маленькую, и там что-то делают, и оно воняет. Это мы соседи. Кстати, про стены в Польше тоже можно поговорить. Мне нравится Польша, просто хочу сказать на примере, наверное. Вот, то, что вот приходишь на монтажку, воняет такого вот чем-то горелым. Вот примерно тем же самым топят старые дома. И открыть окна вечером невозможно. Тут такой вот, типа, экология, но не экология. И это неправильно. Экология должна быть уже просто стилем жизни. И еще тут такой вариант, что тут дизельных машин больше, чем бензиновых. Тоже как бы экология? Нет. Надо переходить на электро и на другие варианты топлива. И по поводу, также новостей по поводу Ханды и Керема, люди, конечно же, добавили к тому, что Керем заболел, тот факт, что Ханде в последнее время как-то мало появлялась своей сестрой и племяшкой, то есть тот факт, что, возможно, Керем может заразить Ханде, а Ханде заразить Малую, которая и так не сильно хорошо все с здоровьем. И также по поводу некоторых вещей люди любят рассказывать разные слухи. У нас слух о том, что Керем закрыл заведение для Ханде, там сделал очень красивую атмосферу, романтику, и они хорошо провели время. Но это только слухи, я надеюсь, что это правда, реально надеюсь, и что мы скоро увидим правдивые новости именно самих актеров, а не о том, что они умалчивают этот вопрос, не отвечают на этот вопрос и никак не комментируют. Но это были все новости на данный момент. Я, как обычно, говорила вам очень много всего. Я очень скучала. Надеюсь, что скоро я буду постоянно с вами, и все будет хорошо. Желаю вам, главное, мирного неба и всего самого наилучшего. До скорых встреч!